Мы в театре Леся Курбаса снимаем документалку вот, про то, как живут беженцы в нынешних условиях. Ну, сейчас вы, братцы, все увидите сами. Things they like to do. And also, usually people come in the evening time. Иди сюда. Смотри, какая маленькая, красивая. Украина. Украина. Мне. Только мне. Откуда ты? Из Киева? Я тоже киевлянин. Да, ты с какого района? Строещина. Я только с таксистом ехал, он тоже с Троещины. Да, я с Оболони. Ну да, это же как раз... Ой, Оболонь вообще сейчас, конечно, лупят беспощадно. Да у вас там тоже вроде, да, обстрелы нормально? Да, были обстреляны, но сейчас там такое тихо. Но более-менее мрачно сейчас. В обуви можно сюда заходить? Как думаешь, да? Можно? Смотрите, какой чувак! Вообще, такой чувак! Ты маленький, не бойся, давай дружить. Все, не переживай только, ладно? Чувак, привет. Крошечный, да, ему тоже им так страшно, я представляю, они вообще не понимают, что происходит. Мы хоть понимаем, что летит, да? А для них это вообще апокалипсис тупо будет. Мы ехали, много людей было, вот. И, в принципе, нормально. Мы доехали быстрее, чем думали. Вот, ну, много блокпостов стояли, но не только. Так, а вы на машине ехали? Микроавтобус. Ага. Младенец за собакой. Младенец и собака? Вот один был, то другой. Слушай, можно тебя на одежду? Можешь? Да, конечно. Нравишься в японском документальном фильме? Хорошо. Inside. Like that? Oh, you can speak English, yeah? Yeah, of course. I'm studying in American university actually. Oh, Yeah, you so- even don't need a translator. I'm good English. Okay, it's great. So put it inside and then Происходит съемочный процесс, братцы. first you have to Oh, okay. Through the short. А Yeah. еще такой вот кот. Of course. Самый лучший в мире кот. Да, кот? Ты самый лучший в мире кот? Oh my god. Yeah, like that. It will be okay. Yeah. Okay, I'll. Ты можешь в карман вообще положить, да и все. Это Юма, наш документалист. А как тебя зовут? Лера. Очень приятно, я Коля. Hope everything will be fine. And now we'll just try not to gather ourselves again. And I'm here with my cat. So, I feel very responsible, and it's some kind of stress that I never wanted to feel, and that everything.
Ну, типа с котом и ты? Не, у меня мама с братом пошли к врачу. А. Такая картинка ламповая в этом желтом цвете. Good, but that would happen from the bumps. The road was much easier to do it and helpful, but Belarus, it's Canada, right? Белорус. Yes. And two countries are invading. На самом деле эта история этой девочки, она одна из тысяч, из сотен тысяч очень похожих историй. Вот, потому что людям приходится, спать в поездах на полу, выбираться под обстрелами, в опасности. А они вот ехали не на поезде, а на бусике, типа, на микроавтобусе. Но я вот ехал с таксистом только что, вот, ну вот до этого места. Он меня вез, и таксист этот, он тоже из Киева и тоже с Троещины. И вот он ехал в поезде и спал на полу в проходе, спал стоя. Ну, там просто такие истории, вы не можете себе представить. И это все ни разу, не Counter-Strike, ребята, понимаете? Ни разу не Call of Duty. Это все вообще не весело. Это все, это вообще не так, как в кино. Ну, если кто-то думает, сидит далеко и думает, что это так, как в кино, то он очень ошибается. Это вообще не так, как в кино. Реальность, она более жесткая, она отрезвляет тебя. И в глазах этих людей, кроме грусти за то, что происходит, сложно передать это мироощущение, но в глазах этих людей неутолимая вера в свободу. Я бы так это назвал. Вера, которую невозможно сломать. Никак, ни при каких условиях. И таксист вынужден был ехать, потому что у него пожилая больная мама, которая бы просто сама не доехала никак. Вот. А девочка, девочка это просто девочка. Девочка воевать не может. А вот ее папа сейчас в Киеве воюет. Как-то так. Сейчас идем говорить с директором театра. Okay. First, thank you so much for accepting my interview. По-перше, дякую, що ви прийняли пропозицію. І який був ваш творчий шлях до того, як ви стали директором театру? Я не просто актор, я не просто директор театру, це називається у нас директор, художній керівник, але моя професія взагалі актор. He is professional actor. І я, власне, працюю тут і актором, і заодно директором. 33 роки тому, як цей театр створився, я прийшов сюди як актор. Власне, коли створювався цей театр, його не було, ми його створювали тут. Відповідно, я працював актором, а вже 4 роки, як я обійняв посаду на конкурсній основі директора цього театру. Ага, окей. Ну, то проходьте, ви зробимо паузу. Що ви шастуєте? Перепрошую, дякую, вибачте. Чому ви вирішили відкрити тут центр для біженців? От, і як взагалі це відбувалося? Перший день війни у нас була нарада в мерії, як далі ми можемо існувати в цій ситуації. Одразу ми, відповідно, припинили діяльність свою основну, тобто театральну діяльність, зняли репертуар і, відповідно, одразу на колективних зборах внутрішніх поставили собі запитання, що ми можемо робити в цій ситуації. В внутрішніх зборах ми вирішили, розуміючи, що буде наплив біженців, ми прийняли рішення відкритися як такий притулок для біженців. І, відповідно, одразу включили всі зв'язки
з волонтерськими організаціями, з приватними контактами, включили всі зв'язки щодо організації самого процесу. Ну, щоб люди знали, куди їхати. Так, так. Відповідно, організували простір, оскільки в нас простір збудований з таких модулів, використовується для того, щоб формувати глядацький простір. Ага. Тобто трибуни, умовно кажучи, там амфітеатром будувати, знаєте, Так, ці- так. ці- тобто формувати, бо ми в театрі граємо вистави. Я був у вас. Я А, був у вас. бували, Так, так. я бував у вас. А, На Добрий Бог Манхеттену, здається, ага. та на цій виставі був. Та. Мене тут я колись грав у групі з актором з вашого театру, Денис його звуть. Забувся фамілію. Соколов. Соколов, так. Мгм. Не знаю, чи він зараз грає у вас. Але... Так, так. Так. Ну, Ну, тобто ми організували цей простір, відповідно логістику певну інфраструктурну побудували з харчуванням, з постачанням речей. От бачите, у нас тут можуть і люди, ті, що виїхали і взагалі не встигли нічого з собою прихопити, вони мають можливість тут поповнити свій Так. запас. І відповідно тут на зарплаті ми сидимо, ми бюджетники так звані. та, я розумію. Так. Отримуємо зарплату, і зараз в цих умовах місто зберегло зарплату, і воно нам платить працівникам зарплати Зрозумів. в цій ситуації. Хоча ми не ведемо своєї основної діяльності, тобто не граємо, Мгм. але місто зберігає, принаймні наразі, зберігає бюджет. В цьому плані працював якраз власне зараз до війни. Щоб вибити кошти на ремонт, так? Так, шукав можливості, щоб зробити тут ремонт. Але А що садовий? він З цього питання? Місто не може це потягнути, Ага. бо тут не може бути просто ремонт, тут мусять бути реставраційні роботи, бо Ага. це пам'ятка архітектури. Так. І тому потрібні досить великі кошти, потрібно як мінімум по теперішньому кошторису там 20 з лишнім під 30 мільйонів. Місто О, ну так. цього потягнути не може. І що, як з них щось вдавалося? Ну, вже були намітки там по великій реставрації, оці програми урядові, але, на жаль, війна це все зупинила. Але я до чого вів, що багато глядачів наших, постійних глядачів, які сюди ходять, вони кажуть, а навіщо? Не треба. Воно так атмосферно, то так взагалі. атмосферно і так далі. Але все-таки так. Але я, в принципі, розумію, що ця архітектура не передбачає злиденності. Вона сама архітектура, вона передбачає навпаки в своїх формах архітектурних і так далі. І оце стиль злидарства, тобто облупленості, воно, я розумію, що ми, Але ще й творча енергія. власне, Так, я розумію, вона- що ми, умовно кажучи, намолили цей простір, Так. настільки намолили, що він зараз має свою ауру, має свою творчу таку атмосферу, що це стає неважливим, а навіть навпаки, як певна така Як додаток, доповнення, та, як ізюмінка, така як певна кажуть. особливість, та, Так. родзинка така. Мгм. Thank you. I appreciate it. Thank you. Thank you. Журналисты из CNN приехали поснимать. Они снимают from Spain. No, Бразил. Из Бразилии. Сюда сейчас едут все. Мы сегодня уже столько тут журналистов видели. Вы себе не представляете, со всего мира. И особенно забавно читать комментарии каких-нибудь кремлеботов упоротых. Ну, то есть вы просто осознаете, весь мир, он как бы един с Украиной, поддерживает Украину, поддерживает каждого из нас. Понимаете? А вот для кремлеботов это все враги. Они сделали себе врагами весь мир. Вдумайтесь. Для них враги весь мир. Бразилия, Испания, Европа вся, Америка. Все враги. Только они одни, Северной Кореи, ведают истину. Бред, конечно. You from Brazil? Yeah.
we talk about you. Yeah? We hear like you. Portuguese. Yes, and think you're from Brazil or you're from Spain? No, you're from Spain? No, I'm from Kiev. Oh, okay. From Kiev. Okay. Yeah, cool, man. Yeah. Fantastic place. Yeah. Fantastic place. yes. Beautiful, beautiful. My place. God. You know some filmmakers from Brazil? Huh? You know some filmmakers, director from Brazil because Yeah. you're from Brazil. Yeah, Yeah, yeah. he's Ali from- Muritiba? I don't know him, but You don't know? No. It's Is he it good was in Sundance also. He Oh, was yeah? in Venice. Yeah, Fantastic, yeah. Ali Muritiba, I don't know. Ali I know a Muritiba. couple of others, but yeah. Yeah, I know. Great Yeah. guy. Good Cool, luck. man. You are. What do you ask? Is that shelter? Shelter. I think. But like I said, this is a mess. I hate to say it, like, and be honest with you, after like speaking to a few of my guys, from where, they just turn around and says, give up, get out. Короче, братцы, вот этот чувак, я, ну вот кусочек заснял, я с ним поговорил только что, вот Юма как бы подождал, пока я поговорил. Просто понимаете, он говорит, что, я услышал, как он по телефону говорит, что здесь, мол, люди ходят, живут, как будто все нормально, а он только что с передовой приехал, и он в шоке вообще. У него спутниковый телефон. И я ему сказал, что мы все хотим воевать, оружия нету. Он говорит, да, вот тут батальон, но им еще нету поставки оружия, поэтому им нечем, ну, в смысле, нету вот, сейчас там, типа, уже раздали все автоматы, и пока нет новой поставки, то не могут принимать никого. И это правда, я тоже узнавал. Типа, очередь большая, короче, в тероборону. Так вот, его история. Это просто что-то с чем-то. Чувак, американец, этнический украинец. И у него мама, украинка, ну, старая женщина, она в Мариуполе. И он приехал сюда, чтобы ее забрать. И он попытался туда проехать. Естественно, не смог, там обстреляли их. И он вернулся, и он хочет нанять броневик. Я на полном серьезе говорю. Это кажется, что это сюжет из фильма, но вот это вот только что я... Фу, у меня аж сердце как колотится, я вам говорю. Он хочет нанять броневик, короче, хочет нанять группу наемников, типа, и ехать прорываться в Мариуполь, чтобы забирать маму. Можете себе представить? Ну вот просто вдумайтесь, насколько самоотверженный чувак. Причем он сам с Майами. Он сам с Майами, и он продал лодку, чтобы приехать. He sold the boat. What do you say? He sold the boat in Miami to came here. Really? Yes. Oh my god. Yes. Он продал лодку, чтобы у него были деньги, чтобы он мог сюда, ну, чтобы ему на все хватило, чтобы он мог тут, ну, короче, вот эти вот все движухи совершать. Ну, типа, ну, что-то типа там яхта, ну, как он, ну, боут, знаете. Типа, это очень емкое понятие. Обычно это значит что-то типа яхты, там, небольшой. Иногда и большой, ну, неважно. Короче, я в шоке. Тут вот походишь просто, пообщаешься с людьми, тут такие истории. Такие истории у людей, я вам говорю, пообщался там с беженцами, там такие истории у людей, что Голливуд просто плачет нервно на коленях. Короче, мы сейчас с Юмой идем к нему домой спать, потому что, ну, я предыдущей ночью почти, ну, мало спал, в общем, наверное, видно по мне, я немного, и тоже за день набегались, в общем, идем спать. Как-то так, ребятки, как-то так. Такие антресоли сделали со спальным местом сверху. Прикольная квартирка. Такие раньше назывались кавалерки. Типа, такие крошечные. Так, братцы, чутка поели, чутка передохнули. Сейчас будем спать. Юма, say hello. Hi. Сейчас будем отдыхать, устали, братцы, такие истории, блин, просто, я вам говорю,
каждый человек это реальная история, это трагедия подчас. Это такая трагедия, Шекспир там просто, он не... Понимаете, в чем дело? Такую трагедию ты не придумаешь. Такую трагедию такая трагедия может только произойти в реальности. Такие истории, их невозможно придумать, сопоставить столько событий в одну секунду, да, вот. То есть это как-то происходит само собой, вот в жизни людей. И когда ты прикасаешься к этим жизням, чувствуешь их как бы. Вот этот американец из Майами, он мне просто сердце разбил со своей мамой, которая в Мариуполе, и он нанимает броневик, собирает каких-то, ну, типа, солдат, там, тут же куча сейчас поприезжала в иностранный легион, тут куча военных есть, ну, вообще, ну чуваки, у нас война идет тут, в активной фазе, тут бомбят постоянно все, и, блин, да, он ищет людей, чтобы ехать освобождать мать. И это вообще, это можно в себе вот вообще вдуматься, представить, что это может происходить в реальности. Да, или вот взять вот этого японского парня-документалиста. Чувак приехал из Японии, чтобы поехать в Киев. Понимаете? Нанимает машину с переводчиком, чтобы поехать в Киев и снимать там документалку. И там он собирается поехать вот в Гостомель, в Бучу, насколько это возможно сейчас. В Ирпенце сказали, что не пускают после того, как там журналиста застрелили. Вот. Ну вот так вот. И все эти истории, они невероятно трогают, как бы... Трогают твое сердце и меняют тебя, заставляют посмотреть иначе на многие вещи. Это факт. В общем, мы будем отдыхать. Завтра будет новый день. И я думаю, будет еще много чего показать. Потому что на завтра у меня уже тоже есть планы. Уже с другими чуваками, уже с другими, журналистами. И будем посмотреть. Хоп-хоп. Слава Украине. Can you say Слава Украине? Слава Украине. Слава. Слава Слава Украине. It's glory to Ukraine. Glory to Слава Ukraine. Украине. Yes, слава Украине. Героям слава. Мы проснулись, я покормил Юму нашим, домашним, братцы, мясцом. Вот таким вот роскошным вообще. Домашнего копчения. Он просто был в экстазе. Ну вот, и теперь я вам покажу еще, вот я его угостил такой штукой. Вот таким вот нашим пирогом. Я взял сразу 3, потому что чуваки отправляются в Киев. Yes, it's sweet. It's very good. Delicious. Yeah, I love this. Good. Yeah. This cheese. Cheese and